Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. С вами снова я, Виолетта, и вы на канале Вита и Млад. Сегодня мы снимаем контент про жизнь в Мерсине, а конкретно про жизнь в районах Томюк и Арпач-Бакшиш. Очень много наших покупателей живет как раз в этих районах. Почему они выбрали этот район, эти районы? Потому что в этом районе все жилые комплексы находятся в пешей доступности от моря, и именно с этих районов в Мерсине начинаются хорошие пляжи. Мы же с вами знаем, что город Мерсин – это город-миллионник, он огромный, очень длинная по протяженности набережная, и практически пляжей в центре города хороших нет. Вот как раз-таки хорошие пляжи начинаются здесь. Но помимо пляжей, в этом районе очень хорошо развита инфраструктура. Особенно в последние годы она стремительно начала развиваться. Вот мы сейчас находимся в районе Арпач-Бакшиш, буквально через дорогу от комплексов Gold City, Life City, Blue Eastin. В общем, все это там находится. И вы проходите метров, наверное, 200 до главной дороги, переходите дорогу, и вот здесь, пожалуйста, такое оживленное место. Вот вам буреки, Левент Бурек, известная фирма. Рамис Кюфте можно заказывать и домой, и очень прекрасная здесь атмосфера, столики, все чисто, хороший сервис. Через дорогу, вот буквально напротив, здесь же, прям напротив, Семит, можете покушать завтрак, отведать турецких семиты, это турецкие бублики, магазин Карфурса, ну и в самих глубине этих районов, вот туда, там тоже очень много сетевых магазинов, есть аптека, есть поликлиника, есть школа государственная, вот. Но мы сегодня хотим показать вам то, что вот люди некоторые говорят: вот классно, мы будем жить возле моря, но вот хотелось бы выйти, пройти там несколько метров и попасть в торговый центр. Друзья мои, я, например, жила в Москве, и для меня 7 километров это вообще не расстояние. Так вот, вы можете съездить на маршрутке, на автобусе, на муниципальном, буквально за 10 минут добраться до районного центра Эрдемли, а как мы знаем, Томюк и Арпач-Бакшиш входят в состав большого района Эрдемли. Так вот, до его районного центра буквально 7 километров на маршрутке. Мы сейчас с вами наглядно покажем, насколько это удобно, быстро, и вообще покажем вам, какая инфраструктура есть у нас в районном центре Эрдемли. Там есть и торговые центры, и кафе, и также красивая набережная, хотя она не менее красивая и в самих районах Томюк и Арпач-Бакшиш, но там есть своя изюминка на набережной в районе Эрдемли. В общем, погнали. Итак, до района Эрдемли вы можете добраться на маршрутке, либо на муниципальном автобусе. А есть еще такие большие автобусы, не муниципальные, частные, Селивке называется. На них вы прям до Кыскалиси можете дойти. Каждые 2 минуты ходят маршрутки. Вот уже подъехала первая маршрутка. Мы не успели подойти к остановке, и она уже здесь. Сейчас узнаем, сколько стоит. Не кадар Эрдемли? До района Эрдемли 20 лир стоит. Мы заплатили 40 лир. Друзья, 6 минут на маршрутке, и мы в центре событий. Мы в Эрдемли. Мы сели на маршрутку в 13:04, сейчас 13:10. 6 минут мы ехали. В общем, смотрите. Первая локация, с которой хочу предложить вам вообще начать, это муниципалитет. Когда вы едете в район Эрдемли, вам нужно сказать Усть-Кичит. Усть-Кичит – это вот этот вот переход. И здесь что у нас рядом с этим Усть-Кичитом? И торговый центр Нова-Сити. Здесь вы дойдете пешком буквально за 5 минут. Вот в ту сторону у нас муниципалитет и рыбный базар. Предлагаю начать с муниципалитета. Так уж коль уж мы в муниципалитет зайдем, тут прямо рядом с ним есть рыбный базар, и заглянем туда. В муниципалитете вы можете оплатить ежегодный налог, задекларировать свою недвижимость. Пойдемте, я вам покажу и обязательно прикреплю локацию. Я думаю, она вам будет очень полезна. Итак, мы в муниципалитете района Эрдемли, и здесь вы можете оплатить ежегодный налог. Вы придете сюда,
локация будет прикреплена в описании к видео. Зайдете на первый этаж, подойдете к кассе, скажете «Верги», покажете ТАПУ, покажете свой паспорт. Все, можете оплатить налог. Также возьмите с собой свой налоговый номер. Если у вас нет налогового номера, вы также можете его взять онлайн, либо в налоговой инспекции. Сейчас мы тоже, в принципе, можем заехать туда и показать вам, зайти, где она находится. Помимо того, что вы здесь оплачиваете налог, если вы продаете квартиру, вам нужна справка РАИЧ-БД, или вы также берете ее в муниципалитете. Затем нумератаж – это нужный документ, это как бы адресная справка такая, да, она нужна для получения вида на жительство. Вы также берете ее здесь в муниципалитете. Вот. В принципе, все, ссылочка на муниципалитет района Эрдемли будет прикреплена. А сейчас пойдемте смотреть рыбный базар. Он находится буквально здесь в 2 шагах. Мы на рыбном базаре. Сегодня выходной день, и поэтому здесь пустовато, но тем не менее есть рыба и овощи, все равно продаются. Не все лавочки эти пустые. Вот. Сам этот базар находится буквально за муниципалитетом, буквально там минуту пешком от него, рядышком очень. Буквально за минуту мы дошли. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Овощи, фрукты, цены. Доматес не кадар? 30 лир у нас стоят здесь помидоры, ерли, это прям такие натуральные помидоры местные. 15 лир стоит лимон. Арбузы, здесь уже начался сезон арбузов, он здесь очень рано начинается, мы уже ели арбуз, например. 35 лир килограмм стоит арбуз. Мандарины уже заканчивается сезон, 25 лир стоит килограмм. И 15 лир стоят огурцы свежие. Вот, все, пойдемте смотреть рыбу. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Вот здесь у нас разнообразие рыбы. Есть сибас, турецкий леврек или дорадо чупра. Вот очень вкусная, жирная всегда. Вот. И вот такая мелкая рыбешка. Я не помню, как она по-турецки называется. Ее в кляре готовят. Вот маленькая чупра есть. И различная. Я в рыбе не сильна в названиях. И вот красная рыба наша, сомон балык, это как семга. Каридес не kadar? 400 kilosu. 400 böyle mi, temiz mi? Yok, böyle. Böyle. В общем, королевские креветки стоят 400 лир. Сейчас у меня забрызгает. В общем, ага. 400 лир стоит килограмм. Это у нас семга или лосось, наверное. Somon ne kadar? 160. Havyar var mı? Bazen çıkıyor, bazen yok. Çıkmıyor. Öyle değil. Benim için yok. Normalde ne kadar kilosu havyar? Деловые. До этого она у них вообще бесплатно была, выкидывали, а сейчас теперь у них сама рыба, главное, стоит 150 килограмм, а килограмм икры стоит уже 450. Ну, это турецкая предприимчивость. А до этого они ее просто выкидывали, они ее не едят. Но если вы купили рыбу и там икра, она бесплатно к рыбе предлагается. Лайфхак. Dorada, çupra. Дорадо чупра не kadar? Çupra mesela koşa 250 lira. 250 стоит чупра килограмм, леврек Aynen. 250. 250 и леврек стоит. Сибас. Bu, ну надо не. Marcan. Mercan. 200 lira marcan. Çok güzel. 200 лира. Tamam. Teşekkür ederim. Ну, вот такая мелкая рыбка стоит 200 лир. Очень вкусные сардалии бывают. Они, кстати, недорогие, но сардалии они когда? 120 lira. 150 лир. И очень вкусная рыба. И детям нравится. И там такие очень тоненькие косточки. Как бы безопасно ее детям давать. Все. В общем, рыбный базар знаем где, ссылка в описании, едем дальше. Одна из проблем, с которой часто сталкиваются вновь приезжие наши покупатели или просто люди, которые приехали в Мерсин, это где поменять деньги. В районе Тумюк и Арпач-Бакшиш вы их не поменяете, но вы сели на маршрутку, проехали 5-6 минут и вышли на остановке Üst-Keçit, я вам ссылочку тоже скидываю, вот, вышли напротив Вакиф-банка, здесь вот прям вот Вакиф-банк. И прямо не переходя дорогу, прошли чуть-чуть вглубь, вот прошли буквально вглубь, вот магазин Вестель, видите, да, здесь, и все. И вот здесь вот эта улица золотых магазинов, и там золотой, все, где написано Куюмджу, вот здесь Куюмджу, вот там Куюмджу, вот там Куюмджу.
там куюмджу, и там, и везде, в принципе, я думаю, курс будет одинаковый. Сейчас давайте вот сходим в 3 куюмджу и сравним, какой у них курс, выберем наиболее выгодный и поменяю я там, мне $300, допустим, поменяем сейчас. Ну вот в первый попавший куюмджу заходим, сейчас спросим курс. Merhaba, dolar bozduruyor musunuz? Ne kadar kur? $1. Здесь курс 32 лиры 100 куруши за $1. Давайте зайдем еще в один куюмджу. Следующий. Здесь на самом деле очень много золотых магазинов, то есть магазин, где продают золото, но я всегда меняла в этом месте. Он такой большой, приличный, с клиентами приходили, там есть где присесть, прохладненько, и курс, в принципе, как и везде. Ну, давайте сейчас сравним, какой здесь курс. Когда я приезжаю в район Эрдемли по делам, как правило, вот я жила в районе Турюк и приезжала сюда по делам, по правилам у меня там было, не знаю, сходить в банк, сходить в обменник, там, не знаю, в поликлинику, в торговый центр. И выходила я всегда на остановке Üsküdar, потому что вот от этой остановки все примерно на одинаковом расстоянии и все рядышком. В общем, ориентир Üsküdar, прямо буквально от него в 2 шагах вы туда проходите, ну, метров 100, наверное, муниципалитет. Прямо за муниципалитетом рыбный базар. Вышли с рыбного базара, прошли метров 100, там у вас куча всяких золотых магазинов, где вы можете деньги поменять. И вот оттуда мы прошли метров 200, наверное, да, Илья? Метров 200, 250, осторожно. И вот здесь у вас находится торговый центр Nova City. Здесь есть всякие бренды, ну, все, что есть. Вот все, что написано, все есть. Пойдемте прогуляемся, просто прошвырнемся, посмотрим. На улице находятся сетевые турецкие кафе. Это Gönül кафе, Асланчак. Вот, пойдемте посмотрим, что у нас внутри. В общем, зашли мы прямо здесь на первом этаже Эльсис Вайкики. Вон напротив Алтынбаш, это у нас золотой магазин опять-таки. И в Роше Ватсон, магазин косметики. Вот различные аксессуары. Вот Платин магазин, тоже большой магазин косметики. Там все от бытовых товаров до там, косметики, тушь и так далее. Масс-маркет продается. Вайкики на первом этаже, как я говорила. Пенти, это магазин женского белья турецкий, известный. Ив, тоже магазин большой, бытовой, химии. И все, косметики. Сити компактный, он 3-этажный, но тем не менее все бренды здесь представлены. Вот Мави джинс, известный турецкий бренд. Здесь в основном деним продается. Вот. Фло, магазин обуви, где мы детям вот покупаем обувь. В основном здесь есть и Adidas, и Nike, но гораздо ниже, чем вот именно в таких именных магазинах специализированных. Эльсис Вайкики, 2-й этаж. Вайкики у нас 3-этажный здесь. На 2-м этаже женский отдел, на 1-м мужской. И, по-моему, на 0-м детский. Хумель марка. Спортивная тоже. Хорошего качества. Здесь все товары у нас. Покупаем обувь себе тоже и детям. Спортивную одежду в этом магазине. Идем дальше. Поднялись на 3-й этаж. Здесь у нас аксессуары, сумки, мужской магазин мужской одежды и большой магазин. Вот кому подарки детям покупать и так далее. Вот Арман магазин. Также есть Караджа, также подойдет для подарков, для дома, что-то купить, посуду, сковородки, чайники, тарелки, полотенца, одеяло, подушки, в общем, постельное белье. Все для дома. Вот магазин Караджа, очень хорошая марка. Лично сама здесь тоже покупаю себе для дома всякие аксессуары. Вот такой вот магазин большой. Так, дальше. Вот есть небольшой такой World of Kids, какой-то детский центр. Пока вы там ходите за покупками, смотрю, здесь сидит девушка и занимается с ребенком. Родители, видимо, где-то заняты покупками, шопингом. Мадам Коко, также обожаю этот магазин. Здесь покупаю часто себе постельное белье, себе, детям, пледы, различные аксессуары для дома. Тоже Мадам Коко, классная марка.
Снимаю скрыто, потому что хочешь бы удобнее раба. Тарелки здесь всякие вот покупаю. Пледы, подушки. Очень хороший магазин. Хороший выбор здесь. Всякие баночки, скляночки для тары для хранения. Светильники вон там видно. И напротив магазина Оздилейк. Я лично себе здесь ничего не покупала, но на вид очень все симпатичное. Он чуть-чуть поменьше, чем Мадам Коко. Но выбор тоже есть. Потом какая-то марка, Паул Марк. Не знаю, сама не брала себе ничего там. Ничего не могу сказать. Большой магазин. Ну и все, поднимаемся. Поднимаемся. Вот здесь он помассажирует вам спину. Поднимаемся на последний этаж, на 4-й этаж. Я вам сказала, 3-этажный, 4-этажный. И здесь еще есть 0-й этаж. Ну и на 4-м этаже у нас фудкорт находится. Бургер Кинг. KFC здесь нет. Ну, есть вот замена KFC Pop Yes какой-то. Пицца. Устапиде. Вот Gündoğdu кафе. Это сетевое кафе в Турции. Искандер. Gündoğdu Искандер. Известная сетевая кафешка. Здесь вкусный Искандер. Ну, в общем, вот фудкорт находится на 4-м этаже. KFC есть, кстати. Вот KFC. Да, и все. А на 0-м еще есть также магазины, по-моему, Мигрос и еще какие-то магазины. В общем, также есть книжный магазин, вам Мария про него рассказывала, ДНР, там можно купить книги даже на русском языке. Вообще, это видео вы можете использовать как навигатор по району Эрдемли, мы добавим все локации. Вот вы приехали, опять-таки, возвращаемся к этой остановке, на которую вышли. Ust-Keçit, это вот такой переход, верхний переход над дорогой, да. И буквально от него сюда, вот глубже в Эрдемли, метров 50, ну, метров 100, скажем так. Вот, 2-й нотариус. Здесь и русскоязычный переводчик, в общем, все доверенность оформить, и какие-то дела с нотариусом решить. Все здесь, локацию скидываем. Буквально в 50-30 метрах от Ust-Keçit находился Зираат-банк. Мы пришли сюда, но его уже нет, его снесли. В Турции все так стремительно меняется. Они куда-то переехали здесь, в Эрдемли. Туда, куда они переехали, мы скинем вам локацию, она будет в описании. Раньше, когда еще в Мигросе не продавали творог, это было буквально год назад, я сюда специально приезжала, именно в этот магазин, маленький магазинчик, локацию скину. Здесь свежий творог, прям не соленый, практически как наш творог. Называется он Лор-Пенир. Он продается килограммами в таких вот пакетах. Еще один мини-торговый центр, маленький, можно сказать, магазинчик, но тем не менее здесь большой отдел катона, мави и так далее. Вот детям можно приезжать, смело закупать вещи и себе тоже что-то, может быть, найдете. Тоже недалеко, напротив Новосити. Еще одной локацией, которой я хотела бы поделиться преимущественно с женщинами, особенно блондинками. Здесь находится салон моего любимого парикмахера, которого я нашла где-то лет 7 назад. До него то что только не делали с моей вообще головой. Как только не жгли мои волосы. Вот. Парикмахер, который знает свое дело, знает, как работать с тонким европейским волосом, как красить, как стричь. Вообще у него такая слаженная команда. Все делают быстро. Это вот прямо от души всем рекомендую. Кенан Тунджар. Также выходите на остановке Ust-Keçit, чуть-чуть проходите вот до угла вот это вот здание старого суда и сюда. Ну, в общем, локация будет в описании. Кликните на Кенан Тунджар салон и по локации попадете. Пойдемте покажу, дойдемте до него. Вот салон Кенан Тунджар, прям всем советую. Следующая очень нужная локация – это налоговая. Здесь вы можете получить налоговый номер. В принципе, если вы въехали на территорию Турции, вы можете получить онлайн. Но, может быть, у вас что-то не получается. Бывает такое, что зависает система, вы почему-то не можете вытащить свой этот налоговый номер.
вот из системы, то вам нужно будет прийти сюда, в налоговую, и здесь вы получите и налоговый номер. Или часто бывает такая проблема встречается, что вы получили налоговый номер по старому паспорту, въезжали сюда, не знаю, в каком-то там, ну, допустим, в 2017 году, получили налоговый номер по старому паспорту, паспорт поменяли, и теперь вот вы хотите оформить квартиру, подаете паспорт новый, подаете старый налоговый, и тут несостыковка, не принимают документы. Что в этом случае нужно делать? Нужно идти в налоговую и здесь поменять данные в системе. Вот и все. Так, идем дальше. Следующая важная локация – это больница. Конечно, все мы заботимся о своем здоровье. И здесь я сама обследуюсь, обследуются мои дети, вожу их к врачу, мои сотрудники. Тут даже вот рожала супруга нашего сотрудника Александра, у нас есть про это видео. Вот. В общем, здесь хороший персонал, есть здесь русскоязычные сотрудники и достаточно приемлемые цены. В общем, всем рекомендую Енишехир Хастани в Эрдемли. Также есть Енишехир Хастани у нас в районе Мезитли. Вот. Но вообще первую помощь вы можете пока получить бесплатно в государственной больнице, но там всегда больше очереди и так далее. Вот. Здесь, конечно, за определенную плату, но все пройдет гораздо комфортнее, быстрее и приятнее. Следующий часто задаваемый вопрос от моих клиентов, когда они приезжают в Томюк или в Арпач-Бахшиш: где поесть вкусной рыбы? Ну, на самом деле, вкусную рыбу вы можете поесть на набережной. Если вы пройдете по набережной Томюк, Арпач-Бахшиш, там есть несколько точек, несколько ресторанчиков рыбных, где можно поесть очень даже вкусную рыбу. Или можно просто ее пожарить там и взять домой. А если вы будете прогуливаться вот именно в Эрдемли, и здесь захочется вам поесть рыбу, то я рекомендую Мави Софра. Здесь на самом деле не только рыбный ресторан, здесь мясной, рыбный, и курицу можно отведать на мангале. Очень вкусно. И, как правило, когда вы заказываете в Мерсине вообще еду, или в Адане, или в Мерсине, вот вы заказываете, например, курицу или шашлык, или кебаб, и вам приносят целый стол всяких салатов, закусок, там, хлеба и так далее. И это все входит в меню. Ну а также вы можете провести свой досуг, прогуливаясь с семьей по набережной в районе Эрдемли. Она достаточно протяженная, длинная. Здесь есть вот место, например, где находится музей юрюков. Это юрюк, это такая народность, которая переехала сюда из Туркмении. Они здесь давно уже осели, ассимилировались, и как бы, говорят они на турецком языке, но они внешне немножечко даже отличаются. У них есть такая традиция, как вот у кочевых народов, у всех. Они раньше свои, как бы у них зимнее было, да, место дислокации, скажем так, да, и летнее жайляу, то есть поля. Жайляу по-казахски, а по-турецки яйла. И также здесь это сохранилось. Многие, кто живет в районе Эрдемли, они уезжают на лето в горы, и там у них находятся домики, такие дачи, яйла. Раньше они отвозили туда на пастбище своих скот, да, и вот всякие вот здесь вот скульптуры, они это олицетворяют как бы жизнь кочевников. Вот там мужчина с буйволами, да, пашет землю. Вот дети там развлекаются, какую-то играют игру, да. И вот эти вот дома юрюков раньше, они были кочевниками, и у них были юрты. Вот. И здесь вот много таких кафешек, называется юрюк, юрт кафесе. Вот. Ну, мы сейчас здесь выпьем лимонадик и, наверное, будем уже заканчивать наш видеообзор. Ну, конечно, думаю, не нужно вам говорить о том, что в районе Эрдемли очень классные пляжи, муниципальные пляжи. Здесь есть даже пляжи с раздевалками, с душевыми кабинами, и они абсолютно бесплатные. Пляжи здесь песчаные. Есть частные пляжи и есть государственные пляжи. Также на одном из частных пляжей Эрдемли, насколько я помню, называется он «Миллион», проводится ежегодный музыкальный фестиваль «Миллион Фест». И сюда приезжают самые известные популярные артисты в Турции.
Также в районе Эрдемли есть фитнес-центр, и это тоже часто задаваемый вопрос. Есть ли здесь поблизости фитнесы, когда люди приезжают в Туми-Карпач-Бакшиш? Как правило, в вашем комплексе, конечно, будет какой-то фитнес-зал, скорее всего, будут какие-то тренажеры, возможно. Вот. Но если вы хотите походить в фитнес и заниматься профессиональными тренерами, ходить на какие-то групповые программы, есть, вот лично от себя бы посоветовала, потому что сама туда ходила, НФС Спорт. Ну, также есть еще, я думаю, вы можете загуглить, локация НФС Спорт будет в описании. В общем, мы приехали опять-таки близко к остановке Ускичит. Здесь есть старое здание суда, сейчас это паспортный стол. Ну, на карте показывает как Малмö-Дюрлю. Вот здесь вот это здание, и прямо рядом с ним вот остановка автобусная стоит. И рядом с этой остановки вот такая кабинка от муниципалитета. Здесь можно приобрести карту для муниципальных автобусов. Вы покупаете карту, загружаете сюда какое-то количество денег, и все, по этой карточкой вы можете расплачиваться в муниципальных автобусах. Сейчас мы с вами сядем в муниципальный автобус, доедем на нем до района Арпач-Бакшиш, там, где мы оставили свою машину, засекем по времени, сколько мы его ждали, сколько мы ехали и сколько мы потратили на дорогу. Расплачиваться мы будем банковской картой, ей тоже можно расплатиться, так как сегодня выходной, день трудящихся в Турции, также 1 мая, и карту, ну, эта вот кабинка не работает. Никогда не дожидалась муниципальных автобусов. Первый раз за много лет уже сажусь на него. Дождались. Мне просто терпения не хватает. О. В общем, муниципальные автобусы, они комфортабельные, они просторные. Здесь всегда практически есть место, есть за что держаться. Не так опасно, как на маршрутке. Спокойно вы сидите, едете. Останавливается он только на остановках по требованию. Вот. Что-то девочки зашли не в тот автобус, что ли? А, не смогли заплатить, наверное. А сколько ты заплатила, Илья? За двоих? 18 лир за человека получается. Значит, а там мы 20 заплатили. В принципе, разница всего в 2 лиры. Да? Но здесь более комфортабельно. Здесь работают кондиционеры, как правило. Не во всех маршрутках работают кондиционеры. Вот. Ну и удобно сидеть. Мы приехали. Доехали мы за 8 минут, на маршрутке доехали за 6 минут, на муниципальном автобусе за 8 минут, но муниципальный автобус ждали дольше. Ну и на этой ноте мы заканчиваем наше видео. Мы постарались и сняли для вас самые полезные локации в районе Эрдемли. Если у вас есть еще какие-то пожелания, какое бы вы хотели увидеть видео, о чем бы вы хотели увидеть видео, пишите в комментариях, мы обязательно снимем. Желаем вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеообзор. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.